очень хочется уже создавать иллюстрации, но наверняка вы заметили, что при рисовании каждый новый объект занимает область на переднем плане. Например, я рисую прямоугольник, затем нарисую второй прямоугольник, и второй прямоугольник занимает область на переднем плане. И так всегда. Каждый новый объект занимает область на переднем плане. Это в любой программе так. Что же делать, чтобы рисовать что-то? Очень хочется иметь возможность упорядочить объекты. Упорядочение объектов хорошо описывается в методичке на 8 странице. Но мы более подробно сейчас посмотрим. Первый способ, очень рекомендую запоминать клавиатурные сокращения, требует выделения конкретного объекта или объектов и в меню Object, объект, выбора команды Arrange, монтаж. У этой команды 4 подкоманды, но из них по-настоящему очень часто нам пригодятся первая команда Bring to Front, поставить выделенный объект полностью на передний план, и команда номер 4 Send to Back, поставить выделенный объект на задний план. Остальные команды не так часто нам понадобятся, так как при большом количестве объектов это будет очень долгая работа. Вторая команда Bring Forward, поставить выделенный объект на один шаг вперед, на один объект вперед. Пожалуйста, вот я поставила впереди зеленого объекта. И так далее, каждый раз на один шаг вперед. Не очень удобно, это очень долгий процесс. И третья команда на один шаг назад. Очень медленно идет процесс, если обращаться каждый раз к этим командам. Чуть позже я второй способ покажу, он вам больше понравится для таких перемещений. Поэтому в этом списке очень рекомендую запомнить первую команду и клавиатурную комбинацию Shift-Ctrl и квадратная закрывающая скобка. И четвертую команду Shift-Ctrl и квадратная открывающая скобка. Что касается поэтапного перемещения, конечно, лучше все это делать через панель Layers, через панель Слои. Второй способ – упорядочение объектов и не только на панели Layers, на панели Слои. Здесь все как будто на ладони, и вы перемещаете объекты вверх-вниз и упорядочиваете их абсолютно произвольно. Window Layers или клавиша F7, отделяю. Чтобы увидеть все объекты, я вынуждена разворачивать Layer 1, слой номер 1. Разворачиваю с помощью вот такой стрелочки, и я вижу все свои объекты. Здесь намного проще упорядочить, если вы возьмете за нужный объект и перетащите в нужную точку. Пожалуйста, обычное перетаскивание в любую точку. Вверх-вниз. Команда еще удобна тем, что можно какие-то фоновые объекты, например, заблокировать. Я хочу создать вот такой зеленый фон. Напоминаю, если цветной фон, то не помешает нам выйти за обрез где-то на 3-5 мм, то, что мы изучали с вами, и растянуть этот фоновый объект до красной рамки выпуска за обрез. И чтобы каждый раз при работе с другими объектами я не перемещала этот фоновый объект, я его на панели Layers заблокирую. Справа от глазика есть квадрат, пока еще пустой. Я щелкну по этому квадрату и замочком заблокирую этот зеленый фоновый объект. Как бы я сейчас не старалась,
этот зеленый объект мне будет перемещаться до тех пор, пока я не сниму блокировку. Блокировка. Далее я очень хочу работать белой стрелкой с нижним правым узлом, допустим, синего прямоугольника. Мешает оранжевый прямоугольник. Перемещать его ради работы с синим прямоугольником я не собираюсь. Я могу временно скрыть видимость этого оранжевого объекта. Скрываем видимость какого-то объекта щелчком по глазику этого конкретного объекта. Белой стрелкой выделяю нижний правый узел синего объекта, работаю с ним, пожалуйста, при нажатой Alt ломаю эти углы, и после работы с синим объектом я спокойно включаю видимость следующего объекта. Пожалуйста. То есть панель Layers удобна не только для упорядочения объектов, но и для блокировки и скрытия показа видимости объектов. По умолчанию здесь всего-навсего один слой получается, Layer 1. А при необходимости, конечно, мы можем создавать еще слои. Но не так часто такая необходимость здесь возникает, так как Illustrator – объектно-ориентированный редактор, и здесь нет опасности склеивания областей. Объекты в любом случае независимы друг от друга. Но очень часто кто-то текст ставит на один слой, а объекты на другой. Или у нас впереди такая работа трассировки. Возможно, мы захотим элементы поставить на разные слои и для большего удобства. Пока столько. И почему бы нам что-нибудь не попробовать нарисовать? Например, хочется нарисовать дорогу, асфальтированную, серым цветом закрашиваю. Нарисую такую разделительную белую линию. С помощью черной стрелки, ухватившись за эту белую полоску, белую прямоугольную фигуру, при нажатой Alt я дублирую. При нажатой Alt я создала дубликат, и чтобы повторить этот шаг трансформации, я нажимаю клавиатурную комбинацию Ctrl-D. Ctrl-D. Можно все эти объекты сразу сгруппировать. На панели Layers мы сразу же видим эту группу. Далее хочется нарисовать солнышко. Хочется лучики солнышка делать треугольными. Не забываем, в процессе рисования стрелочками вверх-вниз мы регулируем количество сторон. Пожалуйста. Черной стрелкой при нажатой Alt я дублирую лучики. Поворачиваю той же черной стрелкой. То есть полностью я сейчас могу использовать черную стрелку со всеми ее функциями. Можно облака нарисовать. Воспользуюсь той градиентной заливкой, которая там уже есть. Чуть позже мы свои собственные заливки создадим. Хочется нарисовать, допустим, школьный автобус. Прямоугольник с закругленными углами, без обводки. Я рисую так, как получается. Двери, окна. Если что-то мы хотим сдублировать, то это черной стрелкой при нажатой Alt. Колеса можно также нарисовать с помощью эллипса. То есть вот такие первые наши шаги. Тоже возьму тот градиент, который там есть, пока мы своих заливок не создаем. Это все впереди.
можно все элементы выделить и сгруппировать и так далее. Упорядочение очень важно. Попробуйте.